представляем обновленную версию Android 8.1 на магнитолах Jansun. Почему она появилась? Так как мы знаем, что уже Jansun выпускает Android 10, в основном Android 9, то с целью экономии средств наших клиентов существует версия 8.1. Это гиговая версия Wi-Fi плюс 16, на которой ставится Android 8.1. Вот такой новый интерфейс. Раньше он был такой немножко скудненький, сейчас немножко обновили. Что он может? Как видите, магнитола в принципе изменила основное меню, но позволяющее нам ставить виджеты динамические обои зажиманием просто пальца. Можно установить обои для себя, которые вы хотите, чтобы были на рабочем столе. Также есть некоторые изменения, связанные с настройками. Другой интерфейс. Кстати, похож на интерфейс магнитол с 4G. Это у нас первая менюшка, у нас это сети. Видите, Wi-Fi. Можно зайти и установить, выбрать необходимую сеть по Wi-Fi. Дальше мы можем здесь использование трафика. Но мобильная сеть точка доступа возникает только тогда. Это меню активно для версии, в которой можно вставлять сим-карту. Эта версия не имеет сим-карты. Так, устройство. Зайдем, здесь можем мы посмотреть на наш дисплей, стандартные настройки по дисплею, то что можно, доступно. По звуку у нас есть звук касания экрана, питание усилителя, можно теперь включить и отключить, чего раньше было сделать нельзя. Эквалайзер, видите, эквалайзер сразу имеет функцию DSP, и даже гиговая версия получила функцию DSP. Вы можете настраивать по частям, есть ASP функция там по разными. И звуковое поле. Вы можете выбирать водитель, пассажир, сзади, регулировать звуковые колонки. То есть есть дополнительный процессор звука даже в гиговой версии на Android 8.1. Так, load. Честно говоря, еще не знаю, будем разбираться. Звук при касании экрана, понятно. Общее. Можно включать его любой кнопкой, то есть вы можете зажать кнопку, которая находится здесь, и выключить, и отключить эту функцию. Тормоза, если будете тормозить, то будет блокироваться видео в движении, то есть такая функция. А автозапуск навигации в движении, как только вы поехали, она будет работать, а не едете, она будет отключаться. Можно налаживать время. Можно менять камеру зеркально, чтобы изображение было привычным вам, как вы смотрите в зеркало заднего вида. Выключать звук при заднем ходе. Полезная функция очень. Подсветка сенсорных кнопок. Вот этих. Это тоже возможно по габаритам. То есть получается, будете включать габариты, будут гореть сенсорные кнопки. Если не включены габариты, не горят сенсорные кнопки. Громкость звука, настройка. Вы можете выбрать там способ самого звука, смешивать звуки, настройка сенсорных кнопок по цвету, пропорции звука, движение звука, там громкость при заднем ходе, громкость по умолчанию, это настройки можно выставить, обучение кнопок руля. Немножко изменился интерфейс, но суть не изменилась. Здесь вы можете обучить свои кнопочки. Копирование карт навигатора. И тут еще можно использовать DVR дополнительный. Для этого нужно установить приложение, и вы можете подключить видеорегистратор. Так, из общих понятно. Теперь заводские. Чтобы зайти в заводское меню, новый пароль появился у нас. 168. Здесь у нас появился поворот ключа в положении выключения. То есть вы можете отключать магнитолу, а можете загонять ее в режим ожидания. Если раньше был тайминг в Android 10, то здесь появился просто режим отключить эту функцию или не отключить. Активация системы кругового нужна для тех, кто установит много камер. OBD это если поддерживает эту функцию, не всегда это работает. Активация передней камеры, активация задней камеры, питание усилителя антенны. Есть у нас выбор, кстати, типа камеры. Когда вы ставите заднюю камеру, они есть разных типов. И тут можно выбирать вот типа HD, либо TVI по стандарту и так далее. Есть у нас закрытие двери функция, тут она идет под паролем. И обновление DVD, но желательно это не делать. Настройка логотипа марки. Сразу же вы можете выбрать нужный вам логотип
Этот логотип будет появляться только при включении. Если же вы хотите логотип, чтобы был постоянно на экране, нужно просто заменить обои. Так, баланс громкости движения, тоже нужная функция, часто у людей пропадает настройки этого звука. Вот здесь баланс. Так, калибровка сенсора. Если какие-то глюки с сенсором, вы можете произвести его калибровку, и в принципе все будет отлично. Но видите, сразу он выбрасывает после калибровки. Так, что еще здесь появилось? Так, Set Screen, настройки скрина по цвету. Выбор лаунчера, функция недоступна. Настройки видеовыхода по расширению. Это если вы хотите подключить еще пару экранчиков, например, детям на задний подголовник. Протокол USB, USB 2.0, USB 1.0. Кроме того, в этой версии оба два USB активных, не так как было ранее. Так, у нас еще есть вот активация. Но чтобы что-то активировать, он просит что-то установить. Ага, вот один USB, второй 0 USB, то есть понятно. Вы можете выбирать нужный порт под DVR, и либо оба использовать, то что раньше не было. Есть, можно отображать парктроники, если оно подъезжает к нему и соединяется опять же. Есть функция удара, какие-то отображения, ну очень много функций. Функцию AUX можно включить, выключить. Ну, в этом всем надо разбираться, это единицы измерения. Как бы, в принципе, данные функции в основном доступны в премиальных комплектациях автомобиля с внешним дополнительным CAN-BUS. С основным это, конечно, будет недоступно. Так, из основных функций это у нас настройки Android. Тут ничего интересного. Это местоположение, безопасность. Местоположение вы можете выбрать, например, там, как определять его. Можете там по спутникам, по Wi-Fi. Ну, тут изначально стоит по спутникам. Языки все. Настройка самого Google. Классическое меню. Можно подключить функцию Android Auto. Кто знает, разбирается. Здесь же находится сброс и управление аккаунтами. Система. Дата и время. Опять же, чтобы настроить время, вам нужно все выключить. Потом выбрать правильный часовой пояс. Я выберу часовой пояс сейчас для Украины, так как мы не находим здесь город Киев. Здесь есть города, которые находятся на одной линии. Это Афины, Киев и Стамбул. Вот Стамбул, например, выберем. Подходит. Дальше мы просто ставим выбор по GPS. Нет, не так, а выбрать именно нужно по GPS. То есть я выбрал Афины, Киев и Стамбул. Какие тут варианты? Нет, ну да, вот только так. Использовать дата время сети. И автоматически оно будет подвязывать. Но главное выбрать часовой пояс. Так, что здесь? Специальные возможности. Лучше сюда не заходить, но нужно разбираться. Ну, в принципе, заходить можете, но каждый раз записывайте хотя бы на видео, что вы делаете, чтобы вернуть все назад. Параметры разработчика. Пароль тот же самый, что в инженерное меню. Нужно для тех, кто в этом, конечно, понимает. Лучше туда заходить только профессионалам. Вот версия Android 8.1. Написано, какая у нас система, какое расширение дисплея, 1 гиг плюс 16. Процессор здесь у нас, вот я вижу, что процессор не Mediatek, а Allwinner. Уже другой процессор. Вот почему эта магнитола и дешевле. Но в принципе не такой мощный. С частотой 1,3, значит греться не будет. Если это очень мощный, то желательно, чтобы был еще вентилятор дополнительный. Вот так в принципе вот есть шторка, которая есть прямого доступа у вас. Вы можете регулировать. И сейчас посмотрю разбиение на два экрана. Это просто отдельное меню. А можем ли мы разбиться на два экрана? Приложение не поддерживает разделение на два экрана. Но это означает, что в принципе мы можем с вами, да, вот разделить два экрана. Ну, у тех приложений, конечно, которые это поддерживают. Радио. Сразу посмотрим. Радио у нас. Вот, можно. Ну, антенна не подключена, поэтому радио сейчас
не функционирует. Для этого нужна антенна. Ну а музыка, конечно, вот включаете, все работает. Вот, отличный звук, все в полном функционале. Вот такая новая магнитола эконом-версии появилась благодаря кризису.